Александр, вы хотели начать с результатов работы в рамках года семьи. Давайте так и сделаем. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Мы, как вы помните, подвели итоги года семьи на заседании Государственного совета в конце года. И в целом отмечаем достаточно серьезные и позитивные изменения по ориентированности наших граждан на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность. И в развитии тех поручений, которые вы давали, и во исполнение основной национальной цели сохранения населения, укрепления здоровья, повышения благополучия и поддержка семьи, мы приняли новую стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержки многодетности. Сейчас совместно с экспертным сообществом, с гражданами, поскольку меряем обратную связь с нашими регионами, готовим план работы по реализации этой стратегии. Хотела бы сказать, что, конечно, основным наследием года семьи и в развитии той стратегии, о которой я сказала, по вашему поручению с 1 января 2025 года начали реализовывать такие 4 национальных проекта, которые находятся в сфере нашей курации, которые направлены на национальную цель. Это, наверное, самый обширный национальный проект «Семья». Он составляет почти 18 триллионов рублей на 6 лет. Затем национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» – это еще 2,1 триллиона рублей. Национальный проект «Кадры» – 114 миллиардов рублей. И национальный проект технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья». Он не такой емкий, он 38 миллиардов рублей, но главное не емкость, а главное тот результат, который мы хотим получить по реализации мероприятий этого национального проекта, поскольку он направлен у нас на решение проблем регенеративной медицины, активного долголетия, продолжительного долголетия. Я вам уже как-то об этом национальном проекте и его задачах рассказывала. В конце прошлого же года, когда вы проводили заседание Государственного совета, вы дали нам соответствующее поручение о реализации дополнительных мер, которые нужно уже реализовать в 2025 и 2026 году. Что я имею в виду? Имею в виду, что мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей. Кроме того, буквально недавно правительством одобрены законопроекты, и они внесены в Государственную Думу для принятия. Они касаются изменения пенсионного обеспечения многодетных матерей. Речь идет о снятии ограничения. Раньше мы в стаж работы зачитывали 1,5 года на 4 ребенка, теперь это ограничение 6-летнее снято, и теперь сколько детей, столько и будет зачитываться в стаж. И еще одна мера, которую мы внесли в проекте закона, это мера, которая касается приравнивания матери-героини по льготам Герою труда. И теперь это будет означать, что ежемесячно они будут получать 72 тысячи рублей, или, если захотят, то тогда они смогут получать натуральные льготы, если сделают такой выбор. А после того, как наступит пенсионный возраст, то дополнительная выплата к пенсии будет составлять 32 тысячи рублей. При этом я хочу сказать, что по той части, которая касается пенсионного обеспечения, мы приняли решение не с даты вступления в силу закона, а пересчитаем пенсии. Кроме того, я хотела сказать еще о том, что с 1 января 2026 года по итогам 2025 года будет впервые выплачиваться так называемая семейная налоговая выплата. Вы помните, что когда мы модернизировали налоговое законодательство, мы такое решение в части подоходного налога приняли. И что важно? Важно, что по нашим расчетам эта выплата затронет почти 10 миллионов детей из 4,2 миллионов семей.
По массовости она сопоставима с единым пособием, потому что единое пособие на сегодняшний день тоже получает 10 миллионов детей. И, наверное, еще хочу, прежде чем передать слово коллегам, и чтобы Антон Олегович рассказал несколько слов про национальный проект «Семья», в дополнение к тому, о чем я сказала. По вашему поручению в национальном проекте «Семья» с 1 января 2025 года реализуется новая демографическая форма поддержки. Мы по вашему поручению предусмотрели до 2030 года 75 миллиардов рублей, по 12,5 миллиардов рублей ежегодно на те меры демографической поддержки, которые субъекты Российской Федерации считают главными для своего региона. При этом в эту поддержку попали 41 регион, которые по итогам 2023 года имеют суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. Мы сделали так называемое демографическое меню из 10 мер, которые наиболее часто задаются как вопросы нашими гражданами. И, собственно, в рамках вот этого демографического меню предложили регионам это учесть в своих программах по демографической поддержке. Сейчас мы уже знаем, какие решения субъекты приняли, что для них, по их мнению, считается важным. И я бы хотела, чтобы Антон Олегович несколько слов сказал про то, что мы по многодетным семьям делаем еще дополнительно, и какие меры вот сейчас будут работать, а потом Михаил Альбертович скажет про здравоохранение. Перед тем, как мы передадим слово коллеге, мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 9 девчонок по статистике 9 ребят. Да? Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин. У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Но раньше было наоборот. Вот. А в целом, Владимир Владимирович, да, к сожалению, это серьезная проблема наша, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна периода Великой Отечественной войны, вторая периода 90-х годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность. Нам очень важно, чтобы в каждой семье было плюс один ребенок. Даже если в этой семье нет ни одного ребенка, значит плюс один все равно 1, 2, 3. И это очень важно для такой большой страны, как наша. Поэтому весь арсенал мер поддержки, которые мы сегодня вырабатываем, ориентируем на многодетную семью. Антон, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Ильич. В рамках национального проекта «Семья», о котором уже начала говорить Татьяна Алексеевна, мы, конечно же, основной акцент делаем поддержку многодетной семьи с тем, чтобы большая семья стала новой общественной нормой. И когда начинался год семьи, мы подписали указ об определении статуса многодетной семьи, где были зафиксированы единые принципы и определения отнесения к многодетной семье. В развитии вашего указа сегодня уже все субъекты приняли соответствующую нормативную правовую базу, 42 территории определили статус многодетной семьи и весь перечень положенных федеральных мер без критерия нуждаемости. 42 территории. Постепенно количество субъектов увеличивается. Мы сегодня видим, что многодетные семьи обладают особым статусом на территории субъектов Российской Федерации. Безусловно, мы работаем над тем, чтобы те льготы и преференции, которыми обладает многодетная семья, стали более удобны в применении и использовании нашими гражданами. Благодаря этому мы сегодня запустили реестр многодетных семей, который подтверждает в электронном виде через единый портал государственных услуг статус многодетной семьи. Это удобно и нашим гражданам, когда они обращаются за мерами поддержки. Это удобно и бизнесу, когда они хотят сформировать определенные программы поддержки именно многодетных. Сегодня в нашей стране уже 2,8 миллиона многодетных семей, из них в реестре уже 2,1 миллиона. Мы его наполняем, и в принципе он сегодня является востребованным. То есть это и возможность документально подтвердить свой статус, и через штрих-код, или через портал. Точно так же достаточно удобно, и граждане этим активно пользуются. Как уже сказала Татьяна Алексеевна, мы начали подготовку к введению так называемой семейной налоговой выплаты, которая у нас стартует с 1 января 2026 года.
Программа и сама реализация этого решения. Вычеты. Она называется «Семейная налоговая выплата». Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц за минусом процента до доведения его уровня до 6%. То есть если гражданин заплатил по ставке 13%, и у него в семье 2 детей и доходы ниже, чем 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи, то он имеет право подать по результатам декларационной кампании заявление, и мы ему возместим уплаченный им ранее НДФЛ до ставки в 6%. Сегодня мы совместно с Федеральной налоговой службой, совместно с Минцифрой, Социальным фондом ведем все подготовительные мероприятия. Организация этой выплаты будет достаточно организована просто, опять через возможность подачи заявлений через единый портал государственных услуг. Мы планируем, что уже в середине 2026 года граждане смогут получать соответствующие выплаты, и до конца года все желающие смогут вернуться ранее уплаченный НДФЛ. Еще раз подчеркну, что мы считаем, что это должно быть максимально просто, удобно для наших граждан, поэтому делаем это на принципах социального казначейства. В течение года будет проходить. Да, мы предполагаем, что размер выплаты может составлять от 89 с небольшим до 156 тысяч рублей вот, с точки зрения возврата. Это в расчете из того размера, который ранее уплачивался гражданам. Соответственно, исходя из охвата, мы видим, что у нас потенциально этой меры смогут воспользоваться семьи, воспитывающие порядка 10 миллионов детей. Это примерно 4,2 миллиона семей. Это будет хорошее подспорье семье с точки зрения денежных средств, которые они смогут получить в 2026 году. Новая мера, она, конечно же, сопоставима с такой массовой мерой, которая сегодня уже применяется в Российской Федерации, как единое пособие. У нас сегодня единым пособием охвачено также более 10 миллионов детей, которые воспитываются в семьях. Также единое пособие получают и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности. То есть по итогам 2024 года это примерно 150 тысяч беременных женщин смогли на этапах беременности, испытывая определенные финансовые сложности, получать поддержку от государства, сопоставимую с одним прожиточным минимумом трудоспособного человека. Мы, Владимир Владимирович, в рамках национального проекта «Семья» продолжаем реализацию таких мер поддержки, как материнский капитал. Сегодня в целом за весь период реализации государственной программы материнского капитала он предоставлен на 14,8 миллиона детей. Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором была еще сама процедура получения сертификата. Сегодня материнский капитал предоставляется проактивно нашим гражданам без заявления по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах ЗАГСа, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на едином портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться. При этом мы также работаем и над упрощением процедуры использования материнского капитала. Сегодня, благодаря активному взаимодействию с банковским сообществом, не выходя из дома, используя мобильное приложение банковское, можно средства материнского капитала направлять на ипотеку, на погашение ипотеки, либо на первоначальный взнос, что также достаточно удобно, и банки в этом тоже заинтересованы, потому что для них это достаточно хорошее формирование клиентской базы. Владимир Ильич, не могу не остановиться на вопросах демографии. Сегодня Татьяна Алексеевна уже упомянула, что мы в рамках вашего поручения доводим дополнительные средства из федерального бюджета на софинансирование региональных демографических программ. Причем мы это делаем по тем субъектам, которые имеют суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. Сегодня у нас в рамках такой отсечки попадает в получателей средств 41 субъект Российской Федерации, и в этом году на софинансирование их программ мы выделили 12,5 миллиардов рублей. При этом, если мы посмотрим по направлениям, совместно с профессиональным сообществом, совместно с общественными организациями, с депутатами Государственной Думы, с экспертами, мы обсуждали возможные направления, что можно было предложить субъектам в дополнение к федеральному уровню, к федеральным тем мерам, которые сегодня предусмотрены, дать возможность расширить их региональную составляющую с учетом местной специфики. Соответственно, мы сформировали 10 рекомендуемых мер поддержки. Понятно, что субъекты имеют право за свои собственные средства этот перечень расширять. Но то, что софинансируется со стороны федерального бюджета, это 10 мер. Соответственно, сегодня эти 10 мер по-разному укомплектованы в каждом субъекте Российской Федерации. Мы сейчас уже видим отдельную, скажем так, рост эффективности по отдельным направлениям, и благодаря этому понимаем, что в перспективе мы можем распространить это на другие территории. Наверное, нужно еще отметить, что, в принципе, программы по росту демографической составляющей у нас разработаны во всех субъектах.
но именно 41 субъект получает дополнительную материальную поддержку из федерального бюджета. У нас достаточно тесные взаимоотношения с нашими коллегами из блока здравоохранения, потому что мы понимаем, что вопросы демографии, вопросы рождаемости напрямую связаны, в том числе с демографической составляющей. И здесь Михаил Альбертович, у него есть отдельный федеральный проект в рамках национального проекта «Семья», и отдельный самостоятельный национальный проект, который именно направлен на здоровье наших граждан, в том числе и на репродуктивное здоровье. Пожалуйста, Михаил Ильич. Спасибо большое, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. В первую очередь хочу сказать о том, что по уже реализованным сегодня программам с национальным проектом мы достигли результатов всех, которые касались здоровья детей и подростков, и младенческая смертность составила по итогам 2024 года 4 промилле, это один из самых низких показателей, но и в 2025 году на одном из совещаний вы констатировали, что в этом году у нас положительный тренд сохранился, и уже 3,7 промилле сегодня показатель. Если посмотреть в целом на показатели детской смертности, то за последние 5 лет они сократились более чем на 16%, и мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение. Мы создали и материально-техническую базу, это и 21 детская новая построенная больница, и переоснащенные поликлиники, детские внедрения современных технологий, бережливых в отношении пациентов. В первую очередь для комфортности пребывания создали симуляционные центры для отработки навыков и, конечно, в первую очередь обеспечили полностью технологии во всех субъектах Российской Федерации и доступность телемедицинских консультаций в случае необходимости перевод на более высокий уровень, что, собственно, нам и обеспечивает преемственность медицинской помощи во всех субъектах. Ну и по вашему поручению мы также реализуем проект по созданию реабилитационных центров мирового уровня. Один из них вы открыли в Подольске. Мы планируем, что в этом году в Евпатории будет открыт еще один уникальный совершенно центр. Это близ озера Майнаки, где самые современные реабилитационные технологии будут доступны для детей. И продолжаем строительство в Новосибирске. Это будет третий. Мы их решили назвать корабликами. Такие 3 кораблика, которые будут фактически обеспечивать здоровье. Уникальный, конечно, результат, потому что доктора спасают детей, которых раньше просто невозможно было спасти. Ну и по вашему поручению реализуется сегодня программа скринингов неонатальных. Это самая широкая, уже многие страны интересуются и смотрят у нас, как это построено, потому что скрининг новорожденных позволяет фактически избежать инвалидизации, поскольку фонд «Круг добра», который сегодня функционирует по вашему поручению, он полностью подхватывает лекарственное обеспечение с момента постановки диагноза еще до появления клинических симптомов. То есть тем самым дети избегают каких-либо проблем со здоровьем и инвалидности. Ну и новый национальный проект, то, что касается здоровья семьи и в первую очередь материнства и детства, он, конечно же, касается переоснащения перинатальных центров. Уникальная программа, которую мы реализовали в предыдущие годы в стране, это по созданию перинатальных центров. Пришло время по их переоснащению, поэтому 142 перинатальных центра будут переоснащены. Уже с этого года мы в эту программу зашли. Все идет по плану, самое современное оборудование будет поставляться. И хочу отметить, что эти проекты, они вытягивают отечественную промышленность, и мы видим, какое сегодня количество поставляемых отечественных приборов, по этому направлению, по сути дела, мы почти всю линейку закрываем сегодня. Также будет создано 336 новых женских консультаций, и эти женские консультации, по сути дела, обеспечат полный охват всеми услугами, необходимыми в рамках реализации женщины своих репродуктивных планов. Также мы будем оснащать 180 детских больниц. Здесь очень важная компонента, будет сделан акцент на оказание экстренной помощи, потому что детей старшего возраста чаще всего проблемы возникают, это травмы какие-то, дети играют где-то, возникают ситуации, когда просто необходимо это, и акцент будет сделан на экстренную помощь и малоинвазивные технологии для того, чтобы быстро ребенок мог поправиться и войти уже непосредственно в обычную свою жизнь. Также мы закупаем 536 автомобилей для детских поликлиник. Эти автомобили мы отработали в новых субъектах, эту технологию, когда вы нам дали задание посмотреть всех детей за 6 месяцев, мы практически посмотрели, провели профосмотры каждого ребенка, и тогда мы сделали технологию, по сути дела, оснащения автомобилей мобильным оборудованием, когда, приезжая в школу,
школу или в детский сад, мы за короткий промежуток времени полностью в течение одного дня проводим обследование. Уникальная технология, быстро, эффективно, все это выгружается в последующем и в электронную карту, и предоставляется родителям, и выстраивается в том числе план по лечению или реабилитации. Сейчас такая же технология будет внедрена во всех субъектах, и эти машины, они, по сути дела, обеспечат работу уже непосредственно в организованных коллективах. Очень удобно, эффективно, и, по сути дела, во время учебы это можно сделать. Теперь то, что касается национальных проектов, которые были реализованы по взрослому населению. В первую очередь, это, наверное, надо отметить по болезням системы кровообращения. За этот период было создано 159 новых центров по оказанию помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в общей сложности сегодня их цифра уже превысила более 600, и 653 сосудистых центра, которые работают сегодня в субъектах. И это как результат фактически дало снижение смертности от болезни системы кровообращения. Еще один такой важный момент, когда было принято решение по лекарственному обеспечению пациентов, которые перенесли инфаркт и инсульт, эта лекарственная терапия дала снижение смертности и дала профилактику повторных инфарктов и инсультов. И практически почти 20% людей сохранили свою жизнь благодаря вот этой лекарственной терапии уже после перенесенных событий. И мы расширили этот контингент, в том числе для тяжелых пациентов, которые имеют хроническую сердечную недостаточность и находятся на длительном наблюдении, что также позволяет продлить жизнь. И второй такой серьезный большой проект, который был реализован, это помощь пациентам при злокачественных новообразованиях. Он, конечно, уникален по своему объему, масштабу, потому что в первую очередь это самое современное оборудование было поставлено в субъекты. И сегодня и химиотерапия, и лучевая терапия доступны для каждого жителя нашей страны. Хочу отметить, что было построено 18 новых онкологических диспансеров и открыто 569 амбулаторных центров онкологической помощи, в которых пациенты уже приблизили химиотерапию к месту проживания, что, в общем, комфортно, удобно, ну и технологии стандартизированы, поскольку с этого года мы перешли на клинические рекомендации по всей стране. А помогает этому диспансеризация. Это 109 миллионов человек, которые прошли медицинские осмотры, диспансеризацию в прошлом году, что позволяет нам на ранних стадиях выявлять, а по онкологии это 61% заболеваний выявлены на первой-второй стадии. То есть и ранняя диагностика, и этапы лечения сегодня стали доступны, и комплексность лечения. Но поскольку мы создали материально-техническую базу, мы, конечно, не могли не изменить программу государственной гарантии. А в рамках программы государственной гарантии на этот год, поскольку у нас стало доступно и оборудование, и финансовые ресурсы, на 30% мы увеличили число пациентов, которые получают стентирование. У нас и так очень высокие цифры были. Мы сегодня расширяем, в том числе требуем проактивность, выявлять и направлять пациентов. Плюс на 60% практически увеличили объемы помощи для пациентов с нарушениями ритма, в том числе установка водителей ритма. И увеличили количество вмешательств на этот год пациентов, имеющих атеросклеротическое поражение брахиоцефальных сосудов. Это сосуды, которые питают головной мозг. И когда эта операция проводится, это фактически профилактика инсультов последующих. То есть это не только лечение, но и профилактика в этой ситуации. Поэтому эти проекты, они абсолютно четко сегодня провязаны с последующей реализацией. И в рамках реализации новых национальных проектов мы, по сути дела, подхватили их. И говоря о новых национальных проектах, у нас продолжительная активная жизнь. Он, по сути дела, в себя включил продолжение и онкологической помощи, но уже на новом уровне. Мы законтрактовали сейчас оборудование, которое будет поставляться для, в том числе, диагностики стадии онкологического процесса более широко, что тоже повышает качество диагностики. Мы параллельно создаем производство радиофармпрепаратов. У нас одна из самых широких линеек в мире сегодня. Поэтому специальные сканеры, которые будут выявлять стадию процесса и лечить пациента. По кардиологии мы продолжаем терапию лекарственную. По модернизации первичного звена мы практически каждый день сегодня на протяжении последних 4 лет открываем в среднем, если посмотреть, 8-9 новых объектов после ремонта и нового строительства. Это колоссальная цифра. На следующий период будет 10 тысяч объектов таких. Также продолжим и по вашему поручению будем завершать непосредственно это направление. Ну и
И еще такой немаловажный момент, это касается цифровизации. Цифровизация, выдавали поручения по созданию в каждом субъекте единой информационной системы. Практически все субъекты сегодня это выполнили. Электронная история болезни – это база для внедрения в программе с искусственным интеллектом и прогнозирования, индивидуального ведения. Поэтому мы, наверное, отрасль та, которая самая широко сегодня внедрила искусственный интеллект, и не только для диагностики, но и в том числе для помощи врачам в постановке диагноза и формированию непосредственно программ лечения. Поэтому все это сегодня идет на новом уровне. Ну и новый национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», он в первую очередь направлен на научные разработки, потому что именно они позволяют нам сегодня иметь интерес к нашей медицине и возможности более широко внедрять новые препараты. Поэтому он наполнен и финансированием научных разработок, плюс мы выделили средства на поддержание материально-технической базы учреждений, которые проводят клинические исследования, и в этом году мы уже выделили финансирование. Ну и создали специальные подразделения, которые обеспечивают патентование, сопровождение, поиск промышленного партнера, поиск баз, которые проводят доклинические исследования, клинические. То есть, по сути дела, мы научную разработку сопровождаем на всем протяжении. Мы видим сегодня уже возврат средств бюджетных, которые идут после внедрения тех или иных результатов научной деятельности, растет. Поэтому эти показатели также будут сегодня реализованы в соответствии с поставленными планами и сроками. Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. 900 миллионов документов медицинских, да, можно уже получить. Получить в электронном виде. Это здорово, хорошо. Татьяна Алексеевна, сейчас, извините, вот у нас большая программа по борьбе со злокачественными образованиями, новообразованиями, и она реализуется, я вижу, это действительно работа идет активно. Между тем, есть регионы у нас, где уровень онкозаболеваний достаточно высокий, а новых учреждений пока там не появляется. Я некоторые обращения губернаторов вам уже переправил. Прошу обратить на это внимание. Да, мы сейчас, когда планируем бюджет на 26-28 год, мы в первую очередь смотрим как раз на те поручения к реализации, которые вы дали, с учетом как раз заболеваемости и с учетом того, как снижается смертность в этих регионах. Поэтому эту часть реализуем. Владимир Владимирович, можно еще несколько слов про один национальный проект, который реализуется с 1 января 2025 года. Это национальный проект «Кадры». Это вызов для нашей страны. Мы буквально несколько слов скажем о нем. Он, может быть, с точки зрения объема не такой большой, 114 миллиардов рублей, но он включает в себя совершенно новые подходы. Впервые с прошлого года мы начали формировать 5-летний, а с этого года 7-летний прогноз потребностей в трудовых ресурсах в разрезе профессионально-квалификационных групп и регионов. Нам это важно для того, чтобы система образования и система переподготовки кадров соответствовала тем потребностям рынка труда, которые на сегодняшний день имеются. И сейчас коллеги из другого блока, из образовательного, подстраивают свои контрольные цифры приема под те прогнозы, которые мы как раз выстраиваем, но мы их делаем вместе с работодателями. У нас сейчас уже на 7-летний прогноз, который мы делаем, участвуют в вопросе 320 тысяч работодателей, которые предоставляют нам свою информацию о том, какие кадры им нужны. И как раз вот этот 7-летний прогноз, который мы сделали, он связан с треком по получению среднего специального и высшего образования. Сегодня мы видим, что для российской экономики на ближайшую перспективу будет крайне востребовано среднее профессиональное образование. Сегодня это уже 70% по всем оценкам. Высшее образование несколько меньше, но и ориентация высшего образования, она идет на другие сферы. Я буквально попрошу Антона несколько слов сказать, мне кажется, это важно. Мы сегодня прогноз формируем, можно сказать, по двум направлениям. Сверху вниз и снизу вверх. То есть сверху вниз, исходя из тех параметров, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития, мы четко рассчитали основные показатели роста по отраслям, которые нам необходимы. Почему мы пошли еще снизу вверх, через запрос работодателей? Потому что нам важно было понимать региональный аспект, который сегодня мы не всегда видим в прогнозе СР,
разрез квалификации, разрез по отраслям. Сегодня мы в эту работу вовлекли работодателей на местах, с ними работают центры занятости, с ними работают субъекты Российской Федерации, и в том числе органы, которые отвечают за кадровую политику на своей территории. Впервые такая работа начата была в прошлом году. Мы провели достаточно много семинаров по повышению квалификации именно для работников кадровых служб предприятий. Потому что сегодня мы практически формируем новую культуру формирования прогноза, кадрового прогноза на среднесрочный и долгосрочный период. К сожалению, она была утрачена в определенные годы. Сегодня мы зачастую видели, что предприятия живут текущим годом, максимум 1-2 года вперед горизонт. Но для того, чтобы синхронизировать подготовку кадров с запросами, которые формирует производственный сектор, мы были вынуждены уйти в 7-летний горизонт с учетом сроков подготовки в высших учебных заведениях. Это был такой основной момент вовлечения работодателей. И сегодня что такое 320 тысяч предприятий? Это 23,5 миллиона сотрудников. То есть это практически 50% человек, которые сегодня работают в найме. То есть мы имеем очень хорошую репрезентативную выборку, которая дает нам основание формировать долгосрочные тренды по развитию производства. При этом мы достаточно много усилий приложили еще в том числе на работу, связанную с синхронизацией концепции развития отдельных отраслей и параметров их по росту производительности труда с теми прогнозами, которые у нас были в рамках социально-экономического развития. У нас здесь было определенные, скажем так, в отдельных отраслях несоответствия, плюс ко всему мы видели заниженные параметры по развитию роста производительности в отдельных направлениях. Сегодня коллеги имеют конкретные показатели в рамках национального проекта по росту производительности, что они должны достичь. При этом мы понимаем, что в случае, если рост производительности будет ниже, чем то, что у нас заявлено в рамках формирования прогноза, это сгенерирует нам еще дополнительный дефицит кадров. Сегодня, по нашим оценкам, до 2030 года нам нужно вовлечь в экономику 10,9 миллиона человек. Это с учетом тех, кто у нас сегодня выходит на пенсию в силу возраста. То есть примерно 800 тысяч – это новые рабочие места, примерно 10,1 миллиона человек – это те, кто достигнет пенсионного возраста. Благодаря этой работе мы сегодня увидели, что у нас отсутствует четкая взаимосвязь между образовательными треками, образовательными программами и профессиональными стандартами, которые формируют сегодня бизнес как потребность. Соответственно, в рамках работы с экспертами мы сделали полное соответствие профстандарт профессия с образовательным стандартом, который сегодня внедряется в учебных заведениях. Благодаря этому сегодня коллеги как раз и перешли к корректировке контрольных цифр приема, потому что мы им показали, какие профессии будут востребованы в ближайший период. Понятно, что одномоментно перенастроить контрольные цифры приема невозможно, но коллеги начали корректировать в сформировании план перехода на формирование КЦП именно под запрос. И если мы говорим именно о рынке труда, то сегодня немаловажным фактором еще является и формирование трудовых установок для подрастающего поколения. Поэтому отдельный блок в рамках национального проекта кадры уделен именно популяризации рабочих профессий, популяризации трудовых функций у наших подрастающих ребят. Это и перезагрузка конкурса «Лучше по профессии». Сегодня мы выбрали 20 с лишним наиболее востребованных профессий, по которым проводим всероссийский конкурс. Призовые там увеличены до 1 миллиона рублей, и, в принципе, все, кто участвует, имеют возможность выиграть данные призовые. Мы сегодня сформировали программу Всероссийской ярмарки трудоустройства. В этом году это уже был своего рода такой праздник на территории субъектов. На ярмарку уже приходят семьями, мы видим, что приходят не только с ребятами, которые ближе к выпуску, но и с маленькими детьми, с тем, чтобы сформировать и понять, куда он может двигаться. Мы сегодня достаточно большое внимание в рамках ярмарки уделяем еще и профориентационной работе. Поэтому с учетом того запроса, который сегодня формирует рынок труда, с учетом тех параметров, которые сегодня мы видим рынка труда и запросов от работодателей, мы понимаем, что наш основной задел – это молодежь. Поэтому в рамках национального проекта мы двигаемся с точки зрения точной маршрутизации персонального сопровождения ребят, которые сегодня находятся на студенческой скамье. То есть уже начиная с первого курса это подбор будущего работодателя, это подбор наставника на производстве. Мы сейчас это реализуем в рамках 11 пилотных проектов на территории Российской Федерации, а с 1 сентября такая программа персонального сопровождения для ребят будет внедряться на территории всей нашей страны. И как раз в этот проект, туда попадают и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Туда же входят участники специальной военной операции в этот проект. По вашему поручению мы приняли отдельный план по повышению трудоустройства участников специальной военной операции. Двигаемся в этом направлении. Буквально недавно проводили комиссию по делам ветеранов, посмотрели предметно этот вопрос в разрезе субъектов Российской Федерации с тем, чтобы ориентировать коллег на создание максимально удобной среды и инфраструктуры для того,
чтобы ребята трудоустраивались. Я просто напомню, что мы субсидируем рабочее место, 200 тысяч даем для тех ребят, которые имеют ограничения по здоровью и демобилизованные из армии. Кроме того, мы субсидируем работодателей по минимальному размеру оплаты труда, да, для того, чтобы они были заинтересованы в трудоустройстве, ну и активно мониторируем условия трудоустройства с тем, чтобы можно было корректировать соответствующие меры. Да. Это очень важно. Прошу вас эту работу продолжать, мы постоянно об этом говорим. А что касается вот, профориентации, ранее это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения тоже находится. И определенные результаты уже есть. Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, мы, думаю, на правильном пути, что называется. Спасибо.